Как всегда, сегодня интересное и полезное видео. Давно хотел сделать эту самоделку и испытать эту идею. Но вспоминаешь об этом только тогда, когда она понадобится. Самоделка очень простая, легко и быстро делается, а инструмента, как известно, много не бывает. Друзья, всем привет! В изготовлении, думаю, будет все понятно. Размеры самоделки выложу чуть позже в группах. Приятного просмотра! На пару минут замолчу, чтобы не отвлекать вас разговорами. Кстати, взял инструмент, который планировал. Я же строю мастерскую. Как и обещал, делюсь. Дрель для сверлильного станка. Уже пользуюсь. Маленькую электроотвертку-трансформер с USB-зарядкой. Старая совсем не держит заряд и иногда закусывает клавиши. Лобзик с быстросъемным креплением пилки, подсветкой и лазером. Старый еще держится, но уже отработал свой ресурс. Доволен как слон. Почти как жена, когда купила новую стиралку. С дрелью немного промахнулся, взял на 700 Вт, и при сверлении большой коронкой на малых оборотах не хватает немного мощности. В комментариях советовали перфоратор. Подписчик с ником DochLaxD, спасибо вам большое за совет. У перфоратора много работы с альпийской горкой, буду ее благоустраивать. Но, наверное, уже весной, ведь сейчас мастерская.
Очень скоро приедут окна и дверь. Если успею до Нового года, я прям в ней отмечать буду. Да что там, вообще жить туда перееду. Продолжим, а то я что-то отвлекся на ништяки. Самоделка готова, покрашена и ждет своих испытаний. Мой старенький 180-й штиль. Ну а что еще-то? За 14 лет была более 10 раз в поездках за полярный круг. На внедорожных соревнованиях заведенная тонула в болоте. Перепилила десятки, если не сотни кубов древесины в любых погодных условиях и до сих пор работает как часики. Она, конечно, маломощная, но мне хватает. При определенных работах распил приходится делать прямо на земле или в буреломе. Цепь цепляет землю, а там камешки, песок, земля. Короче, цепь тупится. Приспособа не дает этого сделать, и цепь служит намного дольше. Также при распиле мелких веток, которые не удержать, она помогает придерживать эти ветки. Идея этой самоделки мне понравилась, пригодится в хозяйстве. Испытания прошли успешно, но немного надо доработать узел крепления к шине. Я бы хотел увеличить его надежность. Если вы поделитесь мыслями, как доработать или улучшить конструкцию, буду вам благодарен. Парни, как всегда, если понравилось, лайкос, подписка, колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные идеи. Встретимся с вами в комментариях. Я обязательно их читаю и по возможности стараюсь отвечать. Спасибо вам за них. Все полезные ссылки оставлю в описании под видео. Друзья, здоровья и добра вам и вашим близким. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео, за оценки и комменты. До встречи, друзья.